У нас весь день идет сильный дождь, а мне посылку доставили. Давайте посмотрим, как упаковывают саженцы в Германии. Ну что ж, все, в общем-то, просто и неплохо. Вот эти две деревянных планочки внизу, они жестко фиксируют контейнеры на своих местах. Они прикреплены скобами специальными. Ну давайте начнем вот с этого саженца. Это саженец цитрусового растения. Когда раньше меня в комментариях спрашивали про цитрусовые, я всегда говорил, я не знаю, я их никогда не выращивал. Но, как говорится, какие времена, такое и садоводство. Вот решил и я заняться цитрусовыми. Это лимон Мейера. Такой интересный гибрид между цитроном, мандарином и помело. Причем этот гибрид возник естественным путем. Сама природа его создала. Он долгое время рос только в Китае, но затем специалист из Америки по фамилии Мейер перевез его в Америку, и оттуда он уже стал распространяться по всему миру. Вот, собственно, на этом мои знания про лимон Мейера и заканчиваются. Поэтому сегодняшнее видео, скорее, просьба, обращение к вам. Если у вас есть опыт выращивания лимона Мейера, причем практический опыт, вы сами своими руками его выращивали, пишите в комментариях, делитесь своими наблюдениями, своим опытом. Только не присылайте мне ссылки на другие каналы. Пишите именно про свой опыт. Но тем не менее, как и любой саженец, который приходит к нам из питомника, нужно сделать с ним несколько операций. Очень важных. Почему? Что такое питомник? Питомник – это ограниченное пространство, на котором растет довольно большое количество растений. Довольно плотно они там растут. За всеми не уследишь. И вот если начинает развиваться какая-то болезнь или появляется какой-то вредитель, то вот это все очень быстро от одного растения на другое перекидывается. Поэтому первое, что нужно сделать, это внимательно осмотреть саженцы, которые вы получили из питомника. Ну здесь даже не особо приглядываясь, видно, что на вот этом побеге верхние листья в ужасном состоянии. То ли это какая-то болезнь, то ли это какой-то вредитель, то ли просто неправильный уход. Они все деформированы, они скручены в каких-то желтых пятнах. Поэтому, конечно, вот такой побег лучше удалить. Но удалить не полностью, а удалим его до первых здоровых листьев. Вот так. Ну и, кстати сказать, сам саженец будет выглядеть более компактным и более симметричным, скажем так. Более гармоничную форму будет иметь. Вот еще один листочек такой же. Итак, первую операцию сделали. Осмотрели, удалили все поврежденное и плохое. Следующая важная операция с саженцами из питомника. Сделайте им профилактическую обработку. И подержите хотя бы дней 10 в карантине. Что это значит? Отдельно от своих растений других, чтобы ни в коем случае болезни или вредители не перекинулись на ваши растения. Чем проводить такую обработку? Ну хорошо, если у вас есть пестициды именно для комнатных растений. Ведь понятно, что лимон, скорее всего, будет расти у вас в комнате. Поэтому безопаснее сделать обработку именно препаратами для комнатных растений. У меня их здесь таких нет, к сожалению. Но я воспользуюсь таким старым, добрым, народным методом. Я возьму мисочку, налью туда немножко средства для мытья посуды, чуть-чуть буквально, и добавлю немножко обычной воды, чуть-чуть. Возьму губку поролоновую, забью здесь пену, и вот эту пену нанесу на листья. Причем нанесу и сверху, и с нижней стороны листа. Саженец небольшой, листьев немного. Все это можно просто сделать. Причем не просто пену нанести, а именно механически вот так вот ее протереть, эти листья. Как бы стирая все то, что там может быть. Ну и пыль, само собой, и грязь какую-то. Каждый листочек буквально. И вот когда вы нанесли на все листья сверху и снизу эту пену, оставьте так на 10-15 минут просто постоять в этом мыльном растворе. Старайтесь, конечно, чтобы мыло не попадало на почву под листьями. Я не думаю, что большой вред от этого будет, но я думаю, что и делать этого специально не стоит. Старайтесь делать все аккуратно. Стебли тоже, кстати, протирайте, не забывайте.
Самые нижние листья обрезаны пополам. О чем это нам говорит? О том, что, скорее всего, это укорененный черенок. Именно когда укореняют черенки, обрезают эти листья пополам, для того, чтобы уменьшить площадь испарения влаги у черенка, у которого еще нет корней. Поэтому я делаю такой вывод. Ну вот, пена нанесена, ждем 10-15 минут. Теперь, когда мы выдержали положенные 10-15 минут, нужно эти остатки мыльного раствора смыть с растения. Ну, желательно сделать это так, чтобы это мыло не попало на почву и не попало на корни. Я делаю так, я зажимаю между пальцами сам саженец и наклоняю его под углом. Так и мыло меньше попадает, и саженец из контейнера не выпадет. И сильной струей со всех сторон обмываю. Вот, саженец чистый, прошел хоть какую-то профилактическую обработку. Ну и, наконец, третья важная операция. Ну, судя по тому, что появилось на столе, вы, наверное, поняли, что эта операция связана с проверкой саженца на состояние его корней. Итак, достаем его аккуратно из контейнера и проверяем, что же там у нас с корнями. Во-первых, в каком они состоянии, во-вторых, не нужно ли этот саженец пересадить. Ну что ж, корни великолепные, видите, оплетен уже весь земляной ком, и в принципе саженец можно пересаживать. Для этого нужно найти контейнер немного большего размера. Ни в коем случае не берите сразу большой контейнер, это неправильно. Увеличивайте размер контейнера по чуть-чуть, в глубину и в ширину. Немножко распутали вот эти корешки, которые тут уже начали крутиться друг вокруг друга. Расчищаем вверх, обнажаем вот ту самую корневую шейку. Вот то место, откуда начинают, собственно, расти корни. Грунт. Ну, у меня обычный универсальный цветочный грунт покупной. Судя по всему, в его основе торф верховой и переработанная кора. То есть он довольно волокнистый. Но я добавлю в него немного обычной земли вот со своего участка. Она здесь глинистая, она здесь тяжелая, плотная такая. Потому что вот эта почва, она очень легкая. Да, она прекрасно пропускает воду, вода не застаивается, воздух там хорошо держится. Но я немножко добавлю обычной земли, чуть-чуть буквально, чтобы сделать ее более плотной, а, собственно говоря, сам контейнер более тяжелым, чтобы он был более устойчивый. Тщательно перемешиваем и начинаем укладывать эту почву в наш контейнер. Вниз. Ставим саженец. Еще можно немножко вниз добавить. Ставим саженец, прижимаем его и бока засыпаем вот этой нашей почвой. Естественно, что после посадки саженец нужно как следует полить, чтобы вот эта земля заполнила все там поры, пустоты внутри. Как следует поливаем, несколько раз можно. Может быть, придется подсыпать земли, потому что она сейчас немножко осядет, хотя вряд ли. Ну вот, осмотрели, обрезали, профилактику сделали, в карантине постоял, пересадили. Все, саженец готов. И вот тут возникает самый главный вопрос, ну, по крайней мере, животрепещущий сейчас. А где он будет зимовать? И тут, собственно, я и прошу вашей помощи. Насколько я знаю, желательно лимону обеспечить покой зимний. Это значит температура где-то плюс 12, плюс 13, плюс 14 градусов, не выше. Тогда он как бы будет спать. При температуре выше, а скорее всего так и будет, потому что зимовать он у меня будет на подоконнике в комнате, а там зимой температура плюс 16, плюс 18. То есть вроде бы высокая, и по идее он должен жить и должен вегетировать. В общем, поделитесь со мной своими впечатлениями, в первую очередь именно о зимовке таких саженцев. Я поставлю свой саженец в кашпо. Для чего? Ну, во-первых, это эстетично, это красивее смотрится. Во-вторых, при поливах туда будет собираться вода, надо будет следить за этим, чтобы она там не застаивалась, не будет грязи на подоконнике. Ну и, пожалуй, самое важное, ведь он стоять будет на подоконнике. С одной стороны будет подниматься теплый воздух от батареи, а с другой стороны будет холодно от окна. Вот этот воздушный зазор небольшой, который между кашпо и контейнером,
будет немножко компенсировать вот эти слишком резкие перепады температуры, разницу в температуре между теплом от батареи и холодом от окна. Ну вот, пожалуй, на сегодня все. Повторю еще раз просьбу: пишите свои наблюдения, свои замечания, свои какие-то свой интересный опыт о том, как вы выращивали лимон Мейера. Что было еще в той посылке? Ну, давайте об этом как-нибудь потом, в следующий раз. На сегодня все. Спасибо, что смотрели. Всем вам удачи. Всего доброго.